Греции 6 февраля 2023 года в 4 утра 17 минут произошло страшное землетрясение, трагедия на границе с Сирией. Более 5000 людей погибло, еще больше пострадавших. Более 6000 зданий разрушено. Жители Кипра, Греции, Грузии, России, даже Гренландии, Ирака, Израиля ощутили на себе толчки. Северный Кипр не исключение. Мы также ощутили толчки, про которые я вам расскажу. Меня зовут Юля, и вы на канале «Каревы. Жизнь на Кипре». Мы хотим принести свои соболезнования семьям всех жертв этого ужасного землетрясения. И надеемся, что в ближайшие часы как можно больше людей и детей живыми смогут спасатели достать из-под завалов. Это секунды. Сейчас очень на самом деле важное время. Сейчас важное время сплочения, помощи. Существуют счета, пункты гуманитарной помощи, потому что люди остались и без дома, и без вещей, без средств. И я очень надеюсь, что эта ситуация сплотит мир и многих людей заставит задуматься. За последние сутки в Турции было не одно землетрясение. Их зафиксировано крупных порядка 3 землетрясений с амплитудой около 7 баллов и выше. И если посмотреть в общем на сейсмическое движение Земли на сегодняшний день за последние сутки, то можно увидеть около 1000 землетрясений. Просто каждую минуту во всех уголках мира происходит толчки, плиты ходят, гуляют. И итальянский ученый Даллиони заявил, что при землетрясении в Турции произошел геологический сдвиг, который за всю историю не был таким обширным, таким крупным. Если в год плиты двигаются на 2-3 сантиметра, то при землетрясении достигают 20 сантиметров, то сдвиг произошел на 3 метра. И что это мега огромное на самом деле землетрясение, которое еще повлечет за собой следующие катаклизмы. Теперь поговорим про Северный Кипр. Вообще остров Кипр находится также в активной сейсмической зоне, но в менее опасном месте. Плиты также двигаются, но оно не на стыках. Но из-за того, что рядом происходят эпицентры, да, землетрясений. В прошлом году был возле Ларнаки, еще 2 года назад еще было в Турции землетрясение, в этом году в Турции. И поэтому жители Северного Кипра, вообще острова Кипр, очень это ощущают, эти толчки. У нас не эпицентр, но к нам попадает до 5 баллов. И это, конечно, не то количество баллов, чтобы разрушить дома, но это тоже неприятно. И, конечно, мы все живем также на таком стрессе. Жители Казахстана, которые сюда приезжают, для кого это привычное землетрясение, они даже не переживают. А жители, например, как мы с Беларуси, у нас не было вообще никогда землетрясений, конечно, немножко так мы напряжены. Но мы изучаем, мы читаем информацию и понимаем, что здесь достаточно безопасно. Мы живем на северной части Северного Кипра, поэтому мы это землетрясение не почувствовали. Мой муж немножко сказал, что что-то у него под головой, под подушкой какое-то было непонятное ощущение. Я вообще ничего не услышала. Предыдущие 1,5 года назад землетрясение я немножко почувствовала покачивание, буквально 1 секунду. Мне показалось, что что-то ребенок, как будто он качается или двигается, или переворачивается. Но совсем немножко мы почувствовали. Мы живем на 1-м этаже и вот на севере. Люди, которые живут на юге Северного Кипра, на востоке, вот ближе к востоку, в комплексах, в многоэтажных зданиях, они очень хорошо это почувствовали. У них люстры,
раскачивались, у них мебель ходила ходуном, то есть движение домов было. Но оно, естественно, из-за таких невысоких баллов не активное. А некоторые, кстати, и не почувствовали даже на той стороне. Вчера даже в сети был вброс информации, что с 5 вечера до 7 вечера на Северном Кипре произойдет крупное землетрясение. И многие люди испугались. Я скажу, что я не исключение. Я собрала свою семью, мы взяли документы и поехали в ближайшее кафе, такое безопасное, легенько, переждать время. Потом сказали, что это был фейк. Я, кстати, не понимаю этих людей, которые вот эти вбросы делают. Вот, и смотрите. Будет ли на Кипре землетрясение в ближайшее время? Такой был вопрос на главном портале информационном Северного Кипра. Чтобы получить ответ на этот вопрос, президент Эрсин Татар встретился с представителем президентского комитета, с председателем по землетрясениям, профессором Кавитом Аталаром. Он провел оценку ситуации и рисков, связанных с тем, как землетрясение в Турции может повлиять на Кипр. Они же там все измеряют, изучают, то есть это все приходит на научном уровне. Президент Эрсин Татар заявил, что они проводили всесторонние оценки в течение дня после землетрясения в Турции и сказали, что слухи о том, что на Кипре после Турции также произойдет землетрясение, не имеют научной основы и серьезности. На Кипре очень много старых сооружений, естественно, они не сейсмически устойчивы, но эти здания, вот мы гуляем, видим 1800 года и прочее, они крепенько стоят. Мы разговаривали с киприотами, они рассказывали, что как раз-таки они периодически ощущают толчки, ощущали. Последние годы начинают строить, строительство идет последние 5 лет высоких зданий, но вот эти высокие здания, они как раз-таки сейсмически устойчивы. В Японии тоже землетрясения есть, но высокие здания, небоскребы выдерживают, потому что сделано все по сейсмическим нормам. Я думаю, что если какие-то здания построены на Северном Кипре без учета вот этих норм, то сейчас, вот после вчерашнего дня, будут полностью все здания изучать, анализировать, будет совершенно уже другой подход. Я знаю комплексы, в которые фундамент, мне говорили, вкладывали по $4 миллиона только на эту сваю. Известные вот комплексы. Поэтому это очень важный момент для строительства высоких объектов в такой активной сейсмической зоне. Также спасибо всем, кто нам пишет, переживает. У нас достаточно все спокойно. И кроме сегодняшнего моря. Кстати, вот видны турецкие горы. Кстати, в Турции выпал снег. Вот снег на горах, если видно, то вы увидите. В общем, друзья, произошла огромная трагедия. Мы будем молиться, чтобы как можно больше живых людей нашли. Мы молимся за нашу волейбольную детскую команду. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем держать в курсе вас всех событий. Если у кого есть Инстаграм, переходите на мой Инстаграм. Я там стараюсь максимально подробно рассказывать про нашу жизнь на Северном Кипре и показывать в реалии все, что у нас происходит. До новых встреч. Встречаемся на Кипре.